Всем здравствуйте! Опять хочу в Париж. А вы были уже в Париже? Нет, уже хотел. Все вы ждете, наверное, что я уже вот-вот во Франции, и новый ролик уже будет оттуда. Да, можно бы сказать было бы, а почему бы и нет, вот вам и Франция. Но нет, это Италия. Зачем вы вообще, скажите мне, Франция? Разве здесь плохо? Разве здесь некрасиво? Ну, может быть, немного жарко. Ну, по-моему, во Франции сейчас еще жарче. Шутки шутками, но Франция отвалилась. И вы знаете, это хорошо, это замечательно. Смотрите ролик до конца, он очень будет нужный для тех, кто в поиске работы, кто работает, возможно, не в том месте, кто собирается за границу. Очень многое из моей жизни, из моей практики, из нынешней ситуации, которая случилась, каждый сможет что-то взять для себя. Для новых зрителей мой канал про жизнь в Италии. Я живу здесь 20 лет. Показываю, как работаю, как отдыхаю. И что самое главное для меня, не быть рабом в этой чужой стране и всегда иметь свободу действий, свободу выбора. В общем-то, опять же, о чем сегодня и будет ролик. Подписывайтесь на мой канал, я рассказываю здесь много уникальных каких-то секретов и психологических. Потому что, поверьте, чтобы выжить за границей, мало просто найти работу. Здесь очень много есть нюансов, о которых я стараюсь рассказать чисто как из моей практики. Поддерживайте канал лайками, комментариями. Без этого просто алгоритм не увидит, что на канале есть какое-то движение. Не забывайте за хайпы. В общем, все вы все знаете. Благодарю заранее. Благодарю, конечно, и донаторов. Это особенные люди, которые, ну, просто прям душевно меня поддерживают. Все, приехал. Иду прогуляюсь. Итак, всем привет. Думал я, следующий ролик начну. Итак, я во Франции. Хрен там я во Франции. Сейчас расскажу, что получилось. Да, вот такая реальная у меня жизнь. Месяц я вам пудрил мозги. Себе мозги пудрил, блин. Я вам говорю, что история уникальная. Слушайте внимательно. Я сегодня расскажу много историй. Надеюсь, эти цикады не будут мешать. Вылез я тут возле меня, отвез Валю, жену, на работу. И здесь у меня лесок такой. Нужна перезагрузка, в прямом смысле слова. Потому что я вчера буквально собирался выехать уже. Маршрут был такой непростой. Милан, паспорт, поезда, автобусы. И ехал непонятно куда. В общем, рассказываю. Слушайте. Договорился я за цену месячную. Потому что я работу своими глазами не видел. Все, что мне выслали, вообще как-то не очень понятно было объем работы. Поэтому я говорю, давайте плюс-минус. Хорошо, я вам озвучу цифру, за которую я согласился, а вы, может, как-то это прокомментируете. 4000 евро в месяц. Скажем, для Италии это плюс-минус, если ты сам берешь работу, в среднем тебе может получаться так. Насчет зарплат скажу вам, за сколько и как здесь люди работают, уже раз, чтобы вы понимали полностью всю картину. Если вы работаете на фирму, вам там дадут 1500, 1700, максимум 2000. Но это не значит, да, на карман вы получите там эти 1700. Но в фирме вы все равно будете обходиться с налогами, со всей фигней. Ну, наверное, там в 3,5. Потому что при увольнении вас вы получите пособие по безработице. Вы получите там 3 года отработали, 3 года вам будут платить каждый месяц какую-то зарплату, ликвидационные называются. Там большие вычеты, пенсионный фонд. Другой вариант – работать как индивидуальный предприниматель. Ну, тогда у вас не будет больничных, не будет 13-х, вы сами платите налоги, пенсионный фонд. В общем, система намного более ответственная, сложная. И да, заработать чуть-чуть больше можно, но вы должны брать сами работу и цену на этот объект, так как реальную цену. То есть, рассказываю дальше, что случилось у меня. Я ей сказал эту цену, то есть день работы, если ты сам приходишь на работу,
100 евро мало, я вам честно говорю. Особенно если ты едешь на машине, куда-то час туда добираешься, час обратно. Работа ответственная какая-то, то есть не просто лампочку прикрутить, да даже лампочку прикрутить, приехать, все равно вам выйдет 30-40 евро. Если вам только одну лампочку прикрутить, а мне час ехать надо. Если ты сам на себя работаешь, 150-200 евро в день, это получается такая средняя нормальная зарплата. Там надо было какие-то обои снимать, что-то шпаклевать, одну ванную комнату делать полностью, я знаю точно. Так вот, на примере ванной комнаты. Может, кто тоже занимается ремонтом или вам интересны цены. В конце концов, сейчас все очень просто. Открываете чат GPT, говорите, мне надо сделать такие-то, такие-то работы. И он вам говорит примерную цену. Ну, надо правильно объяснять все маленькие нюансы. От этого зависит цена. Она может вырасти просто из-за какой-то мелочи. Так вот, сделать ванную комнату в Италии сейчас это 6, 8, 10 тысяч евро. Ну, это полностью поменять трубы, поменять электрику, снять стяжку, положить новые трубы, положить новую плитку, все это покрасить, в общем, от начала до конца. Вот такие цены. Раньше это было там 3,5, это были, я помню, минимальные цены, 3,5-5. Но все так выросло в последнее время, что цены стали вот такие. Опять же, дефицит рабочей силы. Для примера, ванной комнаты, вот гидравлика вызвать, спаять трубы там. Пару дней ему работы. Он возьмет 1200, а то и больше. Во Франции такая же самая работа. Там я не подумал, когда я договаривался. Там все на 30% больше, скажем, продукты, стоимость. Сигареты вообще дорогие, я не знаю, 15-20 евро, при том, что здесь пачка 5-6 евро, это что-то с чем-то. И поэтому я так ориентировался на итальянские цены. Но потом, когда я подумал, думаю, что-то не сойдется мне. Только в этом плане. Слушайте дальше, это еще не все. 2 недели я был занят, я просто организовывал свою работу. Нашел ей брата жены, который надо было с Норвегии перевезти буса во Францию с инструментом. Я не мог вылететь, у меня паспорт не готов. В общем, такая каша, такой геморрой. Нашел ей брата. Он ей этот бус уже привез. Все. Ждал меня. Я расхлебался со своими работами. Уже я всех послал до осени. Типа, хотите ждать, ждите меня, бо я уезжаю. Но в последний день я сделал ей прям ролик такой на 20 минут и хотел поговорить окончательно о оплате, о системе работы. Почему? Потому что Виталик приехал, и тут началось, что не совсем совпадало то, о чем мы договаривались сразу. Сама поездка, скажем, она говорила, снимет гостиницу, я так понял, я не понял, где он спал, но не в комфортных условиях. На пароме должна была быть каюта, кают почему-то не оказалось. Он сидел на стульчике, в общем, он устал за поездку сильно, намного больше, чем ожидалось. Приезжает, то есть я понимаю, что она тоже смотрит, эта женщина, этот ролик, но я вам говорю факт. И Виталик не жаловался, он мне просто рассказывал сам процесс, как он начал работать там. Он лег в 5 часов утра, разбудили его уже в 11. То есть я себе так думал, после такой трудной поездки человек спокойно должен был бы день отдохнуть. Если бы он только ему платили за поездку, такая поездка 2,5 дня, сколько там, 1000 километров, там хороший кусок, Норвегия, Франция, центр Франции. Минимальная цена 500 до 1000, то есть средняя 700-800 евро только за поездку, ничего не делать. Человек его запрягает, опять поехали туда-сюда, в 10 часов вечера я ему звоню, он говорит, подожди, я еще работаю. 10 часов вечера, следующий день после поездки. Его запрягли работать. Я думаю, так, что-то не то. Причем в первые, когда мы договаривались с ней, я договаривался о графике работы. Я говорю, понимаете, я не работаю. На всякий случай я это озвучил. Я говорю, я не работаю неограниченное количество часов. Я 3-4 часа я делаю, напрягаюсь максимально, и я уже устал, все, я должен идти отдыхать. Кстати, сразу говорю, телевизор там есть, то есть мне еще и ролики монтировать. То есть я должен иметь свое свободное время, то есть как минимум спокойный вечер.
Во-вторых, спрашиваю, где находится этот дом. Она говорит, вот в городке. Смотрю, ну, городок маленький, да, скучно. Смотрю, речка. Ну, ладно, думаю, хоть речка. Оказывается, Виталий говорит, это не в городке, а на окраине городка. До ближайшего магазина, говорит, 10 километров ехать на машине. То есть это жопа, понимаешь? И я вот сейчас сижу, я тоже мог бы сказать, что я во Франции. Вот в какой-то заднице типа этого. Он говорит, видимо, это была какая-то дача, а не жилой дом. Потому что, ну, как бы от цивилизации немного отдаленно. Меня это тоже смутило сразу. Знаете, вы все думали, о, Франция, Париж, сейчас покажет нам Париж. Я бы тоже так где-то думал, знаете, где-то близко от цивилизации. Ты субботу-воскресенье выехал, прогулялся, прошелся. Я так рассчитывал. Нет. В конце я так понял, что я там херачил бы и субботу, и воскресенье. И каждый день, блин, тут чуть ли не до 10 часов. Во-вторых, мне человек... Слушайте дальше, это просто уникально. Человек мне говорит, ну мы же будем работать с вами вместе. Я тоже буду работать, тоже буду вам помогать. А я не могу себе представить, как я буду работать с хозяйкой дома, с женщиной. Я никогда так не работал. Вы видите, я не очень-то с рабочими так люблю работать, а тут с хозяйкой. Это то есть 24 часа ты под контролем. Ну, день ты выдержишь, ну, 2. Ну, не 3-5 месяцев. Я еще не знаю, на какой срок. И мы договорились за эти деньги там на 3 месяца. Ну, я понял, что она все-таки себе представила, что я буду там работать до 10 вечера. С субботами и воскресеньями. И когда я это все озвучил, знаете, что происходит? Утром я ей отправил сообщение. Вечером тишина. Никакого ответа вообще. Ну, может, времени не было, мало ли что. Следующий день никакого ответа вообще. А я же общаюсь с разными людьми, беру работы, с вами общаюсь. Я знаю, что такое нормальное общение. То есть, если человек вовремя даже не отвечает на сообщение в WhatsApp, чем удобный WhatsApp, тем, что мне могут позвонить, а мне вот сейчас неудобно ответить, я сброшу, не отвечу. В WhatsApp сообщение придет, я его читаю, когда мне удобно, и тут же отвечаю, тут же. И уважаю, когда ко мне относятся так же. А здесь тишина. То есть я объясняю, что я завтра собрался выезжать, а мне человек ни слова не говорит. Я понимаю, что человек в ступоре. То есть мои условия, которые я предложил, а предложил я, говорю, давайте будем... Вы же мне тоже многие пишете. Ты должен изначально, чтобы не было непоняток, прямо на бумажке все расписывать, все мелочи. Тогда не будет потом сюрпризов. Я решил, что действительно я много раз делал ошибки. Сейчас я хочу озвучить это и договориться именно так. Я говорю, что да, хорошо, вы мне хотите заплатить 4000, к примеру. Непонятно с каким расписанием. Но, допустим, берем ванную комнату, я делаю, да? Опять же, я озвучил вам, что цена во Франции, не обязательно это будет эти 10-15 тысяч. Возможно, там нам в 2 раза меньше работы в той ванной. Не все же одинаковые. Это, я говорю, полностью реконструкция ванной. Опять же, сколько метров. Возможно, это ее инструмент, там, я у нее живу, там, она меня еще, там, скажем, кормит, хотя я так не люблю вот это выражение, кормить меня еще. Возможно, вышло бы 7, да, к примеру. Но я ее сделал за месяц, а может быть за 3 недели, напрягся, весь свой интеллект включил, умения и сделал ее быстро. И вам эта ванная комната обходится в 3-4 тысячи. При том, что минимальная уже цена со всеми скидками 7. И еще вы будете недовольны, что я работал, скажем, до 3-4, а вы хотели бы, чтобы я до 8 работал. И ей нечего ответить на это. Это нормальные условия. То есть, когда ты берешь работу, я вам в конце по-другому могу объяснить. Вот как у Светы, да, у нее ремонт дома обошелся там в 40 тысяч, скажем, вот рабочему, как мне.
Причем я вам объясняю, что с этих денег рабочий живет год, платит там Марьяну, покупает какие-то материалы, бензин кучу денег съедает, понимаете, это 75 километров. Утром 75 километров вернуться. Все это не так красиво, как кажется. О, 40 тысяч ты заработал. Хер там. Тем более я по пути там делал какие-то другие колымы, что было мне удобно. Я говорю, а вы хотите, чтобы я вам за 3 месяца, за 12 тысяч отремонтировал весь дом двухэтажный? Я говорю, как-то, блин, я буду чувствовать себя неловко, типа дураком. Я вот это вот все объяснил, плюс-минус. Спокойно. Ответа нету. Я понимаю, что человек на это не рассчитывал. И когда она мне в начале знакомства объяснила, что у нее была строительная фирма, на нее работали рабочие, тогда я уже заподозрил, что, наверное, будут проблемы. Потому что она не возьмет меня как обычный человек, простого мастера. Она меня будет брать, наверное, уже как директор фирмы, как на работу. Извините, я могу такую работу в любую фирму в Риме позвонить, мне не надо ехать во Францию, скажем. И та Франция, та получилась бы не Франция, я бы Франции и не увидел даже, как таковой. Только пока бы приехал туда, возможно, через Париж и обратно. Все, вся Франция. А так вот то же самое было бы, что вокруг меня. Все, я ей написал через 2 дня, говорю, что я так понимаю, что все отпадает. Я не собираюсь вам сдаваться в рабство. С Виталиком надеюсь, что вы расплатитесь, все будет нормально. Он сделает еще 2 поездки, тоже что-то заработает. Единственное, что Виталик рассчитывал, что я там буду, что ему не скучно будет. Я говорю, ну, Виталик, так получилось, что сделать? Все, Франция отвалилась, и я вам расскажу еще одну историю за мою жену, чтобы вы более глубоко понимали, что это за люди и что это за работодатели. Когда-то она здесь устроилась на фиссу в Чампино. Я ее очень отговаривал, но она согласилась, говорит, я попробую. Да, она там спала. И, говорит, рабочий день у меня начинался так, если ты там живешь. В 6 часов уже есть что делать. То завтрак, то давай помоем посуду. Причем, когда вы устраиваетесь на работу, никто вам это озвучивать не будет. Все эти трудности и сюрпризы. По бокальчику вина, это все хорошо, это ля-ля-ля, тополя. Начинается первый день работы. Да, может быть, даже в первый день еще все нормально будет. Закурю. Начаться может на 3-й, на 4-й день. И тебя начинают, как ту лошадь, знаете, подгонять, блин, плеткой постоянно. В 6 часов, говорит, ты встаешь, то пошла убрала, то пошла приготовила, то вплоть до того, что машину ребенок обрыгал, иди мой. Я говорю, Валь, ты не должна это мыть, она должна поехать на мойку, правильно, в автосервис? Там ей должны помыть машину. Не, все тебе. Я же тебе плачу зарплату. А зарплату, чтобы вы поняли, даже не она платила, а ее там отец, по-моему. Она бухала. Помимо этого, она еще и бухала по бутылке полторы, а то и 2 вина в день. Вы представляете, еще и человек под бухом вами командует. Говорит, я заканчивала работу в 11. То постель поменяй, то еще здесь что-то сделай. Понимаете, работа-то есть всегда в доме. Если ты рядом с хозяином или с хозяйкой, тебя будут дергать, пока вы спать не пойдете. Вот это вот я тоже знаю и предполагал такое. Все, жена, я не помню, сколько она выдержала, может быть, месяц что-то или 2, но это был ад. Ад. И все это практика, понимаете. Эта женщина, кстати, умерла уже от рака. Следующая работа, я тоже рассказывал, Швейцария, это была моя личная история. Начиналось все так же само. Facebook. Я ищу рабочих на ремонт дома, туда-сюда. Да, мне просто здесь маленький район, нету рабочих, мне нужны плиточники. Мы не ищем рабов, нам на хорошие ребята нужны. Вот такой, знаете, такой тон, такой классный.
да, думаю, поеду. Знаете, и тогда, как и сейчас была мысль, ну, понравится, не понравится, пробздюсь. А там тоже не так просто было доехать. Ладно, когда ты вышел, сел на поезд, вышел в Риме, и пару остановок на метро, и ты на работе. Не так вообще. Одна пересадка, вторая пересадка, третья пересадка. Ты не знаешь местности. Ну, хоть, слава богу, итальянский знаешь. Причем началось, знаете, с чего? Я приезжаю в Швейцарию, мы встречаемся в Лугану. Фликсбус. Там не было автобусной остановки как таковой. Знаете, проезжает на дороге, высаживает и едет дальше. Я с этими двумя большими чемоданами стою с ней, созваниваюсь. Она должна меня была встретить. А там работа была 10-15 минут от Лугана. Ну, уже в Италии. Я говорю, я здесь. Она говорит, где ты? Ну, я высылаю фотографии. Я говорю, как я скажу, где? Я не знаю, где. Вот передо мной это, справа то, слева это, вот какая-то дорога. Все. Я говорю, ну, может, вам лучше знать, где остановка Фликсбуса, вы же все-таки местная. Если вы не знаете, где чего, как я разберусь в этом? Она начинает нервничать, психовать. Причем в машине уже сидит пацан, который приехал с Неаполя. Тоже. Я с Рима ехал, а он с Неаполя тоже, как рабочий. Она мне говорит, значит, короче, я не знаю, где вы находитесь. Если через 2 минуты вы меня не находите, я с 2 чемоданами, я уезжаю. Я стою на дороге. Думаю, так, куда я попал? А баба русская, с кучей бабла. Короче, кое-как, я куда-то доплелся, на какой-то там, где ориентир какой-то был. Встретились мы. Приехали, глухомань. Ну, просто деревня, понимаете? Глухая деревня, и вообще зона очень красивая, очень туристическая. На балкончике стою. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик. Чао. Такой видос тут. А там внизу озеро. А, вон оно. Ну, сама обстановка там, она меня давила просто. Почему я не стал странно так осторожно относиться к людям с севера? Потому что это люди своеобразные. И иногда со мной спорят, что нет, они тоже улыбаются, они хорошие, добрые, ни хера. И вот даже сейчас на примере, человек прожил 30 лет в Норвегии. Купил дом во Франции на отшибе. Как вы думаете, все в порядке вот с этим человеком? Я понимаю, да, и кому-то нравится жить отшельником. Но я подозрительно отношусь к отшельникам. И я хотя тоже люблю эти состояния, но я люблю 2-3 дня, какой-то вечер. Сейчас я посижу и пойду домой, в цивилизацию. А не годами уйти от всех и вот так вот жить. Слушать цикад. Ну, еще и пару, когда-то, может, я рассказывал, не помню, то или другое. Если повторюсь, извиняйте. Начинается работа. Нас всех куда-то надо поселить. Сначала поселили в какую-то гостиницу. Пару ночей поночевали. Потом нам снимают квартиру. Мне. И еще одному итальянцу. Венгру. Он сам с Венгрии. Пацану лет 18. Причем, что было подозрительно, мама его выгнала в 14 лет в свободное плавание из дома. Я уже потом понял, почему. Потому что оно просто было настолько говнистое, это был стукач. Как я рассказывал, никто не мог понять, почему какое-то говно происходит в бригаде все время. Почему-то начальники слишком много знают. И я не мог понять, из-за чего уважение к этому пацану, который не умеет ничего. Меня встречают с такой мордой недовольной, а его встречают, чуть ли не обнимают. Я уж думал, блин, может он его там где-то, я не знаю, короче, промолчу.
Муж у этой русской был. Она тоже с Москвы, кстати. Просто повернутый, просто, я не знаю, или там он нюхал что-то, что он такой нервный был. Самая сумасшедшая ситуация, которая случилась, я вам говорю, что я поехал только из-за того, что они делали контракт. И как-то так я не мог. В то время не было столько работы, как сейчас в Риме. Почему я говорю, что все меняется? Меняется, и то, что было 10 лет назад, нахер выкиньте. Вот то, что сейчас важно. Понимаете как? И я не знаю, что будет через 10 лет. Пока вот сейчас ситуация такая. Рабочих мало, и зарабатывать можно, если ты специалист. Все, мне этого достаточно. Тогда было по-другому. Я поехал только из-за этого, и мне надо было хотя бы продержаться 3-4 месяца. И лучше было 4, потому что после 4, если бы меня уволили, я бы получил вот это вот пособие по безработице. Я даже не смог дотянуть. Нервы сдали просто. И мне платили официально 1350. При том, что цены там большие, пожрать дорого. За квартиру я платил сам, за газ, за свет. Все с меня высчитывали отдельно. Причем, когда я начал жить с этим пацаном, с венгром, я здесь живу в квартире, мы топим 18-19 градусов зимой. Тот топил 25. Я говорю, чувак, ты так топишь, я должен открывать окно. Потому что мне жарко, я спать не могу. А он ходит в трусах такой, ему в кайф такой, он толстенький такой был. Я говорю, ты знаешь, какие балеты придут? Я говорю, а он любитель, знаете, как молодежь живет. Если я еще как-то могу экономно жить, а он ездил к девчонке в Швейцарию, какие-то продукты там покупал, а там вообще цены космос. И то есть через 2 недели вся зарплата у него заканчивалась фактически. Так он и жил. Я извиняюсь, чуть присяду, поменяю позу. У меня, знаете, задница худая, и это самое, скамейка, В общем, спина разминается так. Я люблю на корточках сидеть. Что получается, когда через 3 месяца там начали приходить эти балеты, получились действительно проблемы. Я говорю, я тебя предупреждал. В общем, ладно, оставим этот газ и все остальное. И там был бригадир с Сицилии, мужику 70 лет. Бригадир, бригадир, наверное, тоже должен быть каким-то универсалом. А тот, кроме как штукатурить, вот от слова ничего больше вообще. И он еще и туповатый такой был. Шаг влево, шаг вправо, он вообще без понятия другие работы. Его даже один раз, как-то нас забрали, помощников не было, развести самому надо было раствор для штукатурки, а он не смог. Потому что все ему обычно мешали мы. Стяжку, лопатами вот это. И знаете, еще он, какая система? Вываливаешь песок, цемент и перекидываешь в одну кучу, потом в другую кучу. И все это периодически смачиваешь водой. Ты неправильно брызгаешь, надо вот так вот. А ты что-то льешь в одну точку. Вот это выносил мозг, понимаете, Я не об этом хотел сказать. Договорился я с ним. И он боялся, знаете, у него был такой страх, чтобы если кто-то пришел слишком умный, он ему не давал возможности проявить себя, потому что он старый, он боялся, что а вдруг его заменят кем-то. И он всех держал так, знаете, ему доверяли эти хозяева. И если он говорил кого-то уволить, увольняли человека. И я с ним потихоньку, очень сложно, но в конце уже работы я с ним сдружился даже, представляете? А вначале это что-то было с чем-то. Я тоже неплохой психолог. Он говорит, я предлагаю тебе работать по субботам, потому что мне в субботу делать нечего. А так лишние копейку подзаработаем. Говорит, один я работать не буду, если хочешь, вот давай вдвоем выходить. Я говорю, я согласен. Лишние какие-то там 300 евро. Там, скажем, абонемент только, сраный маленький автобус, он стоил, по-моему, 90 или 80 евро. Очень все дорого. Работаем мы месяц. То есть, естественно, хозяева видят, что мы по субботам работаем. А в контракте это вроде как, знаете, нарушение, потому что
Они что мне как объясняли потом, что если в субботу с тобой что-то случится, ты поломаешь ногу, руку, это будет большая, огромная проблема для фирмы. Но, тем не менее, мы не лазили там по крышам, чтобы что-то там случалось. В конце месяца я прихожу за зарплатой, начинает орать на меня. Орет. Это была истерика. Наверное, здесь в радиусе километра слышали бы все. А вы понимаете, когда человек на вас орет, вы в таком безвыходном... Если бы здесь где-то кто-то наорал на меня, да я не знаю как, как-то решил бы это все просто. Развернулся, ушел, да иди лечись, блин. А там, Швейцария, ты не можешь собрать 2 чемодана и быстренько уехать, пойти домой. Не, у тебя контракт, у тебя не доделано разрешение на проживание. Приветик. Вот такое у меня сказочное барбекю получилось. И перспективы у меня были остаться там, видите, я даже рассаду начал выращивать. Ты терпишь, а хотелось, я вам говорю, помню то желание, мне хотелось вот взять стул и просто ему по башке, блин, заткнуть его, блин, ударить. А ты терпишь. И я говорю, что я заработал язву желудка на этих отношениях. То есть ты, падла такая, ты же видел, блин, что на протяжении месяца мы работали, ты ни слова не говорил. А когда я пришел в последний день, то есть месяца получать за зарплатой, ты меня отчитываешь? Тем более я работал с твоим капу ди кантьере, бригадиром. В чем проблема? Я ничего не понял. Я что-то сам изобрел здесь или что-то нарушил? То есть просто человеку хотелось меня придавить, понимаете? На ровном месте с ничего. И, скажем, даже если бы я начал кричать, я там перекричать невозможно было. Даже это бесполезно было. Вот в таких условиях я работал. Я вам говорю, что такое попасть вот в такую ситуацию. И все работы производились тупо и глупо. Вот эта женщина, она возомнила из себя великого архитектора и строителя. Я как-то думаю, да что же она, и уже потом, когда вернулся домой, начал ее искать в Фейсбуке, думаю, ну где-то же она есть, наверное. Да, нашел. Смотрю ее переписку, там немного чего было, что она с Москвы, и она показывает, девочки, видите вот этот дом в Москве? Вот этот дом 100 лет назад построил мой дед. И этот дом до сих пор стоит. Вы представляете, какой мой дед был молодец, туда-сюда. И я так подумала, говорит, у меня же гены деда, раз он был строителем, я же тоже строитель, понимаете? И вот она приехала в Италию и занялась стройками, потому что гены говорят, Наташа, строй. Я не знаю, что там гены говорят, но то, что я видел, это все происходило тупо, знаете, типа покрасили помещение, отштукатурили откосы, покрасили, и тут приезжают окна. Еще и не по размеру, опять надо откосы раздалбливать, вставлять, и, соответственно, потом опять их переделывать. Потолок я уже покрасил, заштукатурил, тут она вдруг вызывает этого пацана-электрика, 18 лет, а он учился, курсы прошел по электрике. То есть я уже полжизни электриком проработал, а меня не взяли, знаете почему? Этот тоже, оказывается, электрик, хер, муж ее, и плиточник, и электрик. Стоит дед, на меня смотрит, думает, сейчас он еще поближе подойдет, посмотрит, что он там пиздит, с кем он там пиздит. Ой. Надо было провода протягивать в трубки. Дает он мне 3 бухты, 3 провода. Ну и эти провода так уложены, что в центре надо взять, найти хвостик. И потом он идет, и знаете, как из центра выходит плавно, правильно выходит. Я случайно нахожу хвостик, но это не тот хвостик, не который идет из центра, а который со стороны идет. Он это увидел. Так, все. Оставляй, ты не электрик. Пипец. И все так происходило в таком духе. Тебя сгнобить. Следующая история была. Поменяли 5 плиточников.
Ни один им не подходил. Ни с Неаполя, ни со Швейцарии, ни с Милана. Все тупые, все другие. Знаете почему? Потому что он 30 лет проработал плиточником. Окей? И вот, кстати, тоже оттуда фотка. Хозяйка сказала положить плитку. Он говорит, дождь, нельзя. На следующий день отвалилось. Здесь тоже слив, а где слив? В общем, вот так попандос на попандосе был. Пришлось плитку ложить этому бригадиру с Сицилии, который, я вам напоминаю, ничего кроме штукатурки делать не умеет. Я даже найду вам фотографии, я вам клянусь. У меня остались в телефоне эти фотографии. Он положил мозаику в ванной. Я оставил фотографию, как он сделал, когда уже уезжал. Позывает меня эта женщина, хозяйка квартиры. Ну, уже когда безвыходное положение. Говорит, ты плитку ложить умеешь? Я говорю, в принципе, умею. Хорошо ложишь? Я говорю, ну я положу лучше, чем ваш бригадир. Потому что я видел, как он положил, ну говно говном. Причем он положил хуже, чем те плиточники, которых выгнали. Просто выхода уже не было. В тот же вечер или на следующий день куда-то я еду с ее мужем. Опять начинается истерика. Ты кто такой? Какое право ты имел на Сальваторе, на этого бригадира, говорить, что он типа плохо положил плитку, что он типа там это самое обсирать его? Я никого не обсирал. Мне даже мысли не было. Я просто ляпнул, понимаете, вот эту фразу, что я положу лучше. Но он это воспринял и перевернул, что значит он положил плохо. Сука, ну он ее положил плохо, но я не говорил это. Ну так и есть. В чем проблема? Все закончилось тем, что он меня заставил сказать ей, что я не умею ложить плитку и забыть эту тему. Я вообще не понимал, что происходит в этой семье, на этой работе, блин. И еще напомню, что в той зоне работал один молдаван, тоже с Черновцов, кстати. Он уехал потом. Он строил эти дома. Знаете, как я тоже рассказываю, вот я занимаюсь там финишными работами, а он вообще не поэтому. Ему кирпичи ложить, штукатурить, вот какие-то финишные работы вообще не его. Так вот, у него случился инфаркт. После этих всех отношений, он очень это все переживал внутри, случился просто инфаркт из-за этих нервов. У меня язва желудка, у него инфаркт. Что я говорил? За этого электрика. Ставит этого пацана. Пацан тупит. Естественно, как бы он там ни учился, практики у него нету. Делает он очень долго это. Настолько долго, что я думаю, что, где мои вещи, куда я попал, блин. Как убежать отсюда. И там, где я уже покрасил помещение, он начинает долбать потолок, пролаживать какие-то эти трубки. Окей, ладно, иногда так случается, что ошибся, и там надо доделать. Естественно, он закончил, я это все закидываю, штукатурю. Хозяйки нету, но она не видит каждый день, что происходит у нее там на объекте. Может там прийти раз в несколько дней. То есть она приходит опять через несколько дней, нашла еще какого-то плиточника, молдавана тоже, с Милана приехал, пальцы веером. Я техникум закончил. Мне тоже советы по ремонту там дает. Знаете, я терпеливый такой, но в какой-то момент я его поставил на место со своими советами. Проходят они, знаете, два таких. Один с техническим образованием строителя, вторая с генами строителя, в общем. А здесь Андрей стоит, потолок просто херачит, уже 5-й раз красит. Она говорит, как задолбал этот Андрей. Я не знаю, сколько можно здесь мазать, что-то он тут это самое. Не, она как-то еще меня оскорбила, что-то дебильный Андрей, что-то такое. Я слазю с лестницы, говорю, я дебильный. Я говорю, завтра я разрываю контракт и уезжаю. Все. Потому что пермесса уже была, в принципе, готова.
А хотелось, да, вот до 4 месяцев дотянуть, я не выдержал. Все, я взорвался. Ну что, мало того, что вот эти люди все поприезжали с разных мест. У каждого свое в голове. Каждый, это же конкуренция. Представьте себе, я выиграл в этой конкуренции. Я говорю, что только мне одному сделали контракт. Все остальные поуезжали. Один молдаван, блин, я извиняюсь, ну я что, виноват, что там одни молдаване были? С Милана тоже приехал плиточник. И опять же муж этой жены. Молдаван ему с утра говорит: бонжорно. А тут так прошел, так даже не глядя в его сторону. И следующий день этот ему говорит что-то, то ли спросил что-то у молдавана. А он ему кити фрега, что-то такое, какая тебе разница, что-то. Короче, молдаван сразу понял, куда он попал и что это за чел. Короче, он пару дней отработал. На 3-й день он даже не приехал. Он даже не взял зарплату. Он понял, куда он попал, он даже не приехал за зарплатой. Вот такая ситуация была. Закончилась вся эта фирма тем, что я уехал, а этот молдаван, что инфаркт у него был, он еще там жил. Уже потом уехал домой. Потому что дом построил в Черновцах, где-то там, в Чагречи, где. Я говорю, как там дела у этой строителя этого, блин? Да, говорит, все закрыло, все, говорит. Ее уже здесь местные все знали, поняли, она хер кого могла найти. Вот я вам объясняю, к чему приводит такая ситуация. Вот сейчас даже взять ту же Францию. Она позовет одного, второго, начнет что-то хитрить, свои правила устанавливать, знаете, типа в чужой монастырь со своим уставом приехала. А люди, я вам объясняю, как это работает. Все эти местные, они же общаются, городки маленькие. Они друг друга знают обычно. А даже если не знают, ну сколько их там всего. Один пришел, ушел, все, второй раз не придет. Второй пришел, ушел, второй раз не придет. А их там всего, блин, 5 человек, можно сказать. Все, рабочие кончились. Где их брать? То есть уже в тот момент, когда она меня звала, у нее уже были проблемы с местными. И все, она закончила все. Ну, что-то она, может быть, закончила, но фирму она закрыла. Но сделала она хитро. Она не брала просто, как вот обычный человек рабочий, она открыла свою фирму, как директор фирмы. И рабочих набирала по контракту, то есть это ее дом, ее фирма. И как-то вот так она организовала, разумно это. Но, допустим, мне это было невыгодно. То есть ты там ничего не заработаешь, это утопия. Рюша, я столько у меня практики было, что я второй раз на грабли уже никогда не наступлю. Может быть случайно, ну ради бога, на второй день уйду. Кстати, не знаю, может быть кому-то надо будет, у кого-то проблемы с желудком. Я говорю, что я год мучился, но я сам себе вылечил таблетками. Если что, пишите в комментариях, потому что как бы, я же не врач тут давать какие-то советы. Кому надо будет, захочет, проэкспериментирует. И опять же, все мои вот эти вот, за долгие годы моя практика, я это понимаю изначально. И я вам даю 100%, что во Франции меня бы ожидала та же ситуация. И я вам даже могу больше сказать, вот вы меня смотрите, Алис ее звать, вот лично вам я говорю, вы вспомните мои слова, скорее всего, что у вас повторится ситуация как там. Вы думаете, что вы знаете, как работать, вы работали, вы умеете организовать. Возможно, да, как-то вы выкрутитесь с огромной потерей нервов и времени, и все равно денег. Вот я не знаю, как французы, но итальянцы так и разводят, понимаете? Они не то, что не будут до 10 работать. Вот вызвали гидравлика, он пришел там на полдня, в обед, все, он ушел. То ему надо гайку, я приду завтра, придет послезавтра, и все так тянется. В чем, опять же, был смысл работать со мной, потому что я могу делать все в комплексе, не надо никого искать, я на месте. И даже это стоит немного больших денег, потому что в конечном итоге она бы выиграла. Но, я говорю, такого рабочего, как я,
ну вот с такой психологией, честностью найти очень непросто. Просто я вам говорю, что по опыту моему я видел, как люди работают. И я могу еще кучу историй рассказать, как они работают. Грубо говоря, человек приходит на работу и просто шароебится. Он будет забивать эту доску, если ее забить, в принципе, там, скажем, 15 минут, он ее будет 1,5 часа бить, 2 часа бить. Я иногда не понимаю, каким образом можно вот так вот растянуть вот эту вот работу так долго. Как это у них получается? И получается. И вы даже будете смотреть, приходить, он вам скажет, то гвоздь не тот, то он там не забивался, то надо было что-то еще. И спокойно будет вам говорить таким добрым тоном. А в промежутке в разговоре уйдет поговорить о цикадах там минут на 15. Я работал с одним таким румыном на одной стройке. Приходит хозяин, что-то его спросил, слово за слово. 2 часа, бла-бла-бла. А я не люблю так. Я почему вот говорю, что мне сложно. Выигрывают вот такие люди, которые на протяжении дня тянут, хитрят, это все так незаметно, плавно, через улыбку, через шутку. И у них растягивается. Работу, которую реально можно сделать за неделю, он делает месяц. Месяц. Понимаете? А я не могу, я ничего с собой не могу сделать. Я хочу сделать это за неделю, ну, взять эти правильные деньги. А в конце получается, что тот, кто тянет работу, он заработает больше. Такой бред. Не больше, как это объяснить больше? Ну, скажем, стоит это 1000 евро, да, я за неделю взял. Если по дневке, скажем, ну, я не знаю, грубо говоря, давайте в неделю 1000 евро, да, человек платит. Вот я ее за неделю сделал, я получил 1000 евро, а он ее будет делать месяц, он получит 4000. И люди платят. Особенно, когда большой объект, понимаете, когда смета, скажем, на 50 000, эти вещи проходят. Ну, может, не по таким ценам, как я сказал, но по другим. Ладно, я, по-моему, много сегодня рассказал. Вот такая ситуация. То есть, мне пофиг, я говорю, я кайфую от того, что я на свободе. И действительно, я бы попал в какую-то тюрьму, это было бы что-то. Я бы даже не смог контент снимать нормальный в такой обстановке. Потому что даже ролики снимать нужна какая-то энергия, какой-то интерес, какая-то... Тоже непросто снять ролик. А там бы, я не представляю, даже интернет была проблема. Виталик приехал, говорит, я, чтобы позвонить, шел куда-то на гору, искал линию. Я говорю, так она будет заниматься интернетом, потому что надо же сделать Wi-Fi как минимум, чтобы не мучиться. Опять ни ответа, ничего, знаете. Она себе, как это называю я себе знаю, а ты себе думай. Я в эти игры не играю. Ладно, все, пока. Спасибо за просмотр. Пишите, какие у вас ситуации были. Я вам это рассказал, опять же, что кто-то едет, кто-то живет, работает. Может быть, даже на вашем месте, чтобы вы это понимали. Вы не должны сдаваться в рабство. Вас никто не может заставить, если вы сами не скажете «да, я согласен». В данном случае я не согласен, и я хочу жить полноценно, и это нормально. И у меня есть такие люди, с которыми можно договариваться, зарабатывать. Я им делаю хорошо, они нормально, достойно оплачивают это все. Я иногда могу, говорю, и бесплатно что-то сделать. Или там за копейки. Я не такой принципиальный. Но это день-два, полдня, час какой-то. Но не на 3 месяца сдаться кому-то. Все. Все, до свидания. Пока, я иду домой. Сейчас будет жара.